Здравия всем! В этом видео хочу рассказать и поделиться опытом выращивания черенков винограда. Успех выращивания в первую очередь зависит от качества лозы. Перед началом проращивания лозу необходимо замочить на сутки или двое в воде с добавлением гуматов. Замоченную лозу нарезаем на черенки с двумя почками, с одной почкой, через почку, с прямым срезом, с косым срезом. В общем, кому как это нравится. Первый способ с использованием стимуляторов. Подходит больше в случае, если черенков не так много или имеются какие-то ценные сорта, которые не хочется потерять из-за неудачного укоренения. По низу черенка делаются бороздки, и на это место кисточкой наносится гель-укоренитель, после чего оставляется на 10-15 минут для посыхания и впитывания геля. Затем мы готовим кокосовый субстрат. Брикет кокоса замачивается на 10 минут в теплой воде до полного набухания. Полученный рыхлый субстрат распределяем по емкости, в которой будем проращивать, помещаем в него черенки и ставим емкость в теплое место, каждый день опрыскивая ее из пульверизатора. Спустя 10 дней на черенках начинает образовываться каллус, а за ним и появляются корешки. Желательно не допускать от срастания корней больше 2-3 см, так как молодые корешки очень хрупкие и их легко отломить. Кокосовый субстрат очень рыхлый, что позволяет безопасно доставать черенки, не повредив молодые корешки. Черенки, на которых уже образовались корни, необходимо пересаживать в отдельную тару.
Делаю это также аккуратно, стараясь не повредить молодые хрупкие корни. После пересадки в отдельную тару через несколько дней на черенках начинает пушиться и просыпаться почки, и активно начинает расти корневая система. В этот период черенкам уже необходим свет, так как начинают появляться первые листочки. Примерно через месяц черенок уже становится полноценным саженцем с хорошей корневой системой и активно нарастающей зеленью, листочками и лозенкой. Второй способ на воде. Наверное, самый простой и легкий. Он подходит в случае, если лоза есть в избытке и она хорошего качества. Также предварительно замоченная на сутки ледовая лоза нарезается на черенки, помещается в банку, в которой наливается вода на 1,5-2 см. Воду желательно использовать родниковую или талый снег, как в моем случае. Через 2 недели из-за повышенной влажности в банке первыми начинают просыпаться и расти почки. Воду в банке я не меняю, я только доливаю до нужного уровня по мере ее высыхания. Примерно через 3 недели на черенках начинает образовываться каллюс и появляются первые корни. Когда корешок достигает 2-3 см, я пересаживаю черенок в отдельную тару, стаканчик или горшочек.
Надеюсь, мой опыт был полезен и интересен вам. Всем удачи, благодарю за просмотр.